В мире дикой природы каждое столкновение становится не просто демонстрацией силы, но и настоящим испытанием на выживание. Каковы шансы льва в битве с массивным бегемотом, который значительно превосходит его по весу и длине? Или смогут ли стаи волков и гиен, одинаково свирепых охотников, доказать свое превосходство в сложных условиях? А как ведут себя такие хищники, как акула и крокодил, каждый из которых обладает уникальными адаптациями для водной среды? Эти битвы не всегда предсказуемы, и в них исход зависит от множества факторов, от ловкости и скорости до силы и стратегических маневров. Смотри ролик и погрузись в захватывающие истории про животных вместе со мной. В одном из заповедников произошла необычная схватка. Африканский буйвол, который весит 680 килограммов, вступил в противостояние с носорогом, вес которого может достигать 2,5 тонны. Другие буйволы собрались вокруг дерущихся животных, как будто намеревались посмотреть на зрелище. Самка носорога и ее детеныш наблюдали за происходящим с безопасного расстояния. Это было удивительное зрелище, демонстрирующее невероятную силу обоих животных и упрямство буйвола. Представители заповедника подчеркнули, что подобная схватка – это очень редкое событие. Они рассказали, что самец носорога недавно преследовал самку и, по всей видимости, все еще был полон энергии. Такое поведение характерно для периода, когда животное полно тестостерона. Это необычное событие показывает, насколько удивительна и разнообразна дикая природа. Животные в заповеднике живут своей жизнью, полной опасностей и приключений. И такие редкие моменты позволяют нам лучше понять и оценить красоту и величие природы. В дикой природе каждое животное имеет свои уникальные способы защиты и нападения, которые помогают им выжить и сохранить свое место в экосистеме. Буйволы и носороги не являются исключением. Оба этих животных обладают невероятной силой и решительностью, что позволяет им защищаться от хищников и других опасностей. Носороги известны своей толстой кожей и рогом, а буйволы – своими мощными рогами и копытами. Эти животные могут нанести серьезные травмы своим противникам. Схватка между буйволом и носорогом – это напоминание о том, что в дикой природе нет места слабым. Каждое животное должно быть сильным и решительным, чтобы выжить. Только самые приспособленные особи смогут передать свои гены следующему поколению. Представьте себе густые тропические джунгли, наполненные звуками шуршащих листьев и редкими криками обезьян. Здесь, в сердце леса, царит напряжение, скрытое под покровом зелени. Каждый член группы горилл внимательно следит за окружением, прислушиваясь к каждому шороху. Вдали мелькает тень – леопард, самый опасный хищник в этих местах. Он медленно пробирается через лианы, выбирая себе цель, но его пристальный взгляд останавливается. Перед ним не просто добыча, а сплоченная и сильная группа. Леопард знает, что горилла – непростая жертва. Эти животные обладают невероятной силой и крепкими, длинными руками, которые могут ударить с такой мощью, что даже хребет хищника не выдержит. И если хищник решится на атаку, то встретит не одну гориллу, а сразу несколько разъяренных защитников, готовых защищать сородича до последнего. В случае нападения леопард рискует быть окруженным. Его шансы на выживание в такой ситуации минимальны. Но этот хищник хитер и умеет ждать. Он знает, что его единственный шанс – застать одну из горилл в одиночестве. Старого самца, отбившегося от группы, или молодую особь, случайно оказавшуюся вдали от остальных. Однако даже одна горилла способна нанести удары и использовать свои руки, чтобы хватать и бросать предметы, защищаясь. Жизнь в джунглях требует от каждого свои стратегии и навыки, чтобы выжить. Леопарду приходится прибегать к ловкости и скрытности, а гориллы полагаются на силу группы и свои природные способности. Волки и гиены – свирепые и мощные хищники, которые способны охотиться на очень крупную добычу. Серые волки нападают на кабанов, оленей, лосей и даже бизонов. Они сильны и выносливы, что позволяет им преследовать добычу на большие расстояния. Пятнистые гиены тоже охотятся на антилоп и зебр, но при необходимости могут добыть и более крупную добычу – черных буйволов или жирафов. Гиены ведут себя более уверенно при столкновении с другими хищниками, чем волки. Таким образом,
Волки и гиены в охоте ничем не уступают друг другу. Однако при встрече с другими крупными хищниками пятнистые гиены проявляют большую уверенность и решительность. Волки известны своей стайной тактикой охоты. Они работают вместе, чтобы загнать добычу и нанести решающий удар. Вожаки стаи играют ключевую роль в организации охоты, а остальные члены стаи выполняют их указания. Эта стратегия позволяет волкам успешно охотиться даже на самых крупных животных. Гиены, с другой стороны, известны своим умением разрывать добычу на части. Их мощные челюсти и зубы позволяют им легко разорвать даже самые толстые шкуры. Это делает гиен особенно эффективными охотниками на крупную добычу, такую как буйволы и жирафы. Гиены не боятся вступать в конфликты с другими хищниками. Они будут сражаться за добычу с львами, леопардами и другими крупными кошками. Эта агрессивность и уверенность делают гиен одними из самых успешных охотников в Африке. Представьте себе жаркий день в Африке, где вдоль берега реки царит спокойствие. Но внезапно вдалеке появляется лев, величественный хищник с острым взглядом и готовностью броситься в атаку. Он заметил бегемота, медленно поднимающегося из воды. Для большинства животных это не стало бы поводом для сражения, но на этот раз обстоятельства изменились. Жара, истощение и борьба за место у воды делают эту встречу неизбежной. Что может заставить столь разных животных вступить в битву? У каждого своя причина – защита территории, борьба за воду или доказательство своей силы. Исход такой схватки непредсказуем, ведь многое зависит от размера, силы и даже характера животных. Бегемот, даже не самый крупный, значительно тяжелее льва и на 2 метра длиннее. Это дает ему огромное преимущество, особенно на воде или на ее берегу. Его спокойствие часто вводит в заблуждение врагов, заставляя их недооценивать этого массивного гиганта. Но стоит только разглядеть его пасть, открывающуюся невероятно широко, с зубами до 60 сантиметров, становится ясно – он не безобиден. Эти клыки – его главное оружие, способное нанести смертельный укус, от которого даже сильнейший хищник не сможет вырваться. Лев, в свою очередь, более проворный и способен напасть в любой момент. Его острые когти и стремительность могут стать опасными для любого противника. Но одно неверное движение, и он рискует попасть в смертельную ловушку, столкнувшись с бегемотом лицом к лицу. Так кто же сильнее – сила и выносливость бегемота или ловкость и хитрость льва? В схватке, где каждый удар может стать последним, исход часто решается в доли секунды. Акула и крокодил – 2 древних хищника, каждый из которых по-своему опасен и отлично приспособлен к своему месту обитания. Если говорить об акуле, она – настоящий хозяин океана. У акул острые, как бритва, зубы, которые помогают им без труда разрывать добычу. Они быстрые и маневренные в воде, умеют неожиданно атаковать, и это делает их особенно опасными. Крокодилы, в свою очередь, обитают в реках и озерах и тоже обладают внушительными способностями. Их мощные челюсти могут сдавить с такой силой, что добыче просто не вырваться. Плотная, словно бронированная, кожа защищает их от многих ударов, а на суше крокодил может использовать всю свою силу, особенно в схватке с другой крупной добычей. Теперь представьте, что акула и крокодил столкнулись в бою. Здесь многое зависит от условий. Если это произойдет в воде, акула, вероятно, будет иметь преимущество благодаря скорости и умению маневрировать. Она сможет наносить удары первее, чем крокодил. Но если бой происходит на суше или на мелководье, шансы на победу возрастают у крокодила, который может применить всю мощь своих челюстей. В итоге исход схватки предсказать непросто. Все зависит от размера и силы каждого животного и, конечно, от места, где они встретятся. Медведь и тигр – 2 самых грозных хищника, и споры о том, кто сильнее, идут не одно десятилетие. Давайте разберемся, что известно об этих животных и их стычках. Медведь – это самый крупный сухопутный хищник. Бурый медведь может достигать 700 килограмм, хотя в среднем весит около 450 килограмм. Его рацион в основном растительный, но при необходимости он становится опасным охотником. Удары медвежьей лапы настолько сильны, что могут ломать кости даже крупным
крупным животным. Агрессивный медведь, особенно самка с медвежатами, представляет реальную угрозу. Он часто отбирает добычу у других хищников, включая волков и тигров. Тигр, в частности амурский, крупнейший представитель кошачьих. Вес его меньше, чем у медведя, в среднем около 270 килограмм, но он берет ловкостью и скоростью. Тигры – искусные охотники, и медведи занимают третье место в их рационе. В заповеднике Сихотэ-Алинь проводили наблюдения за стычками этих животных, и статистика показывает, что тигр побеждает чаще. Из 17 зарегистрированных стычек 6 завершились победой тигра, 3 – победой медведя, а в остальных случаях животные расходились, не доведя дело до конца. Интересно, что чаще всего стычки инициирует медведь, особенно если он защищает свою территорию. Однако тигры умеют выбирать жертву и избегают крупных самцов медведя, предпочитая охотиться на медведей средних размеров и медвежат. В свою очередь, если медведь наткнется на тигрят, это обычно заканчивается гибелью как детенышей, так и самки-тигрицы. Таким образом, каждый из этих хищников имеет свои сильные стороны. Тигр выигрывает за счет ловкости, а медведь за счет силы. В столкновениях между слоном и носорогом кто чаще побеждает? Как вы думаете, самое грозное оружие носорога – его рог, который расположен под углом, способным серьезно ранить или даже пробить слона. Рог носорога – это опасный инструмент в бою. Он легко может пропороть живот слону, если будет направлен с нужной силой и точностью. Однако у слона есть огромное преимущество в весе, силе и даже в стратегическом поведении, когда он разъярен. Слон намного массивнее и выше, что позволяет ему в прямом смысле затоптать носорога. Есть известные случаи, когда слон перед атакой на носорога использовал бревно, чтобы оглушить своего противника и лишить его равновесия. После такого удара носорог уже не может защищаться так активно, а слон, воспользовавшись этим моментом, переходит к завершающему этапу схватки и затаптывает своего соперника. Силы слона и его огромный вес становятся решающим фактором, особенно если он настроен решительно. Слон обладает мощными конечностями и способностью наносить удары с большой амплитудой, а его защита заключается не только в крепкой коже, но и в способности выдерживать удары от рога носорога. Такие схватки, хоть и редки, показывают, что слон, несмотря на потенциальную угрозу со стороны рога, выигрывает в большинстве случаев за счет массы, силы и готовности к схватке. Не могу поверить. В столкновении между пумой и аллигатором каждый хищник демонстрирует свои сильные и слабые стороны, что в конечном итоге влияет на исход сражения. Рассмотрим эти моменты более детально. Пума обладает отличной реакцией и способна мгновенно уклоняться от медленных ударов аллигатора. Она целенаправленно атакует уязвимые места. Сначала наносит удар по глазам, а затем старается укусить в область, где заканчивается череп, минимизируя шансы аллигатора на защиту. Пума легко отскакивает на безопасное расстояние между атаками, что позволяет ей избегать ответных действий аллигатора и держать контроль над ситуацией. Однако, в отличие от аллигатора, у пумы нет толстой шкуры, которая могла бы ее защитить, если бы аллигатору удалось схватить ее. Хотя ее укус достаточно мощный, пуме сложно пробить плотную кожу аллигатора в других, менее уязвимых местах, помимо головы и шеи. Если аллигатору удается схватить добычу, то его мощный укус практически невозможно разорвать, и он способен нанести серьезные травмы. Шкура аллигатора защищает его от мелких царапин и укусов, что помогает ему выдерживать атаки, особенно если они не направлены на голову. Он может использовать хвост для сильных ударов, но только при достаточной маневренности, что затруднительно против быстрого противника, как пума. Аллигатор не может мгновенно развернуться или отреагировать на быструю атаку, поэтому в схватке его медлительность становится серьезным недостатком. Также аллигатор не может эффективно защищать свои уязвимые места, такие как глаза и шею, что делает его уязвимым для целенаправленных атак. В этой схватке пума побеждает за счет ловкости, точных атак по уязвимым местам и способности маневрировать вокруг менее подвижного противника. Аллигатор, несмотря на мощь и крепкую защиту, не успевает применить свои сильные стороны из-за медлительности.
В животном мире каждый вид обладает своими уникальными навыками и особенностями, которые дают преимущество в схватках за выживание. Изучая конфликты между такими разными животными, как слон и носорог, лев и бегемот, пума и аллигатор, мы видим, что каждое животное адаптировано к борьбе в своей среде, будь то скорость и ловкость, мощь и сила или острые клыки и когти. Эти встречи демонстрируют не только физическую мощь, но и стратегические поведенческие навыки, которые позволяют выживать даже в самых неожиданных и суровых условиях. Надеюсь, из этого видео вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе.